сегодня приветствую у себя на втором канале. Данный расклад весьма интересен. Я бы его хотела отнести к разряду тех, которые должны бы исцелить. Поэтому можно тоже расценивать это как определенную коррекцию. И здесь уже по этим картам от дьявола вам предки духи рода помогают исцелиться. Фортуна на вашей стороне будет в любом случае, если уже не там. Так вот, данный расклад сегодня у нас на такую тему. Я наткнулась на один ролик и решила записать его. В этом ролике говорилось о 14 аспектах, которые должны вам дать понять, что вы находитесь там, где должны быть, в той или иной ситуации, с теми или иными людьми. У каждого из вас будет свой момент, да, который вы хотели бы посмотреть. Надеюсь, что каждый найдет ответы на свои вопросы. Итак, будет 14 вот этих вопросов. Я постараюсь не затягивать, а просмотреть, есть ли что-то, что вам мешает, да, или все-таки какой-то пункт у вас будет сходиться. Но в идее, допустим, если вы загадали какого-то человека, да, отношения с ним, неважно с кем, неважно какие отношения, и хотя бы один пункт пролетает мимо, это означает, что вам нужно менять ситуацию, уходить из нее, уходить от таких людей. Ну, это в идеале. А там же сами понимаете. Кто-то вам не дает поставить точку, закрыться. Либо вы сами боитесь, что останетесь в одиночестве, лишитесь там друга, либо еще чего-то, что придется от воспоминаний отказаться. Это по предварительному, да, как говорится. Итак, расклад будет на один вариант. Вопросов. Здесь реально кто-то либо поставил, либо будет ставить точку в каком-то своем выборе. И, может быть, ранее вы его делали, возможно, в отношениях. Сейчас будем уточнять. Итак, первый аспект, первый пункт. Это понимание того, что когда вы теряете дружбу, не означает, что вы приобретаете врага. И вот две карты вылетело. С этой колоды я буду 3 карты смотреть. Итак, в вашей ситуации. А в вашей ситуации вам нужно чем-то жертвовать в данных отношениях, либо в каком-то деле, уж смотрите сами. Здесь такое состояние. Что-то вы все время откладываете. Принятие какого-то решения, возможно, уйти, оставить, либо же остаться и продолжить, да, терпеть. Вы должны отпустить, остановиться и подумать о том, какие перспективы вас ждут. Вы недовольны тем, что сейчас имеете. Смотрите, вы относитесь с любовью к человеку, вы готовы идти на сотрудничество, вкладываться.
но, видимо, вас что-то не устраивает. Видимо, этот человек, либо эта ситуация не дают вам взаимной энергии. Дальше анализируйте. Итак, будем переходить к второму пункту. Это понимание того, что не нужно прыгать выше головы своей собственной для того, чтобы быть счастливым. А по вашему моменту я вижу, что вы должны все время отстаивать свою точку зрения, все время завоевывать, доказывать, что вы тоже имеете свое мнение, соревноваться, вам ставят препятствия, влияют на вашу силу воли, постоянно прогибают ваше пространство. И здесь этот человек, либо эта ситуация закрывают все ваши победы. Вот человек этот не хочет, чтобы вы победили, чтобы вас признали, чтобы на вас обращали внимание. Этот человек не хочет успеха, хотя удобно ему, очень удобно пользоваться вашими благами, вашей энергией. Вот энергообмен с вами его устраивает, но при этом человек полностью зеркалит вас. Понимаете, здесь коперы могут быть, подражание вашим привычкам, вашим вкусам, вашей походке, манере поведения. Человек пытается казаться вами, а я не удивлюсь, если здесь вообще он еще и клевещет за вашей спиной. Но пользуется вашими благами. Опять же таки, карты перед вами, кто в курсе Таро, анализируйте. Плюс подстраивайте под свою ситуацию. Третий пункт. Вы должны понимать, что не нужно себя ни с кем сравнивать. Потому что жизнь — это не соревнование. А вас здесь на это постоянно как будто выталкивают, провоцируют. Именно на это соревнование, понимаете? Где вы должны доказывать, что вы, человек, что у вас есть своя точка зрения, что вы в правильном направлении движетесь, что вы не ошибаетесь. И здесь, знаете, как обесценивание вас, ваших качеств, ваших возможностей, ваших талантов другими людьми либо ситуацией. Вам нужно погрузиться в себя и подумать. Оценить вообще, кто вы в первую очередь. Помедитировать, найти истины. Вы должны планировать свои вот эти победы, которым не дают сбыться вот те люди, которые рядом с вами, кого вы загадали, либо же определенная ситуация, да, в которой вы находитесь. Вот по этому моменту я вам хочу сказать, что вы должны проанализировать. Здесь уже долго эта ситуация длится, это во-первых. Вас все время провоцируют доказывать, именно доказывать и соревноваться, да. Провоцируют ваш гнев. Но это лишь для того, чтобы вы делали неверный выбор и не шли по пути своего предназначения. Здесь могут проходить и треугольники, то есть, когда ваша вторая половина пытается с помощью третьих лиц манипулировать вами. Может и такое быть. Будем переходить к четвертому пункту. Сейчас мы посмотрим, обережете ли вы свою энергию. Есть ли понимание того, что не каждая ситуация требует вашей реакции.
То есть это из области не метать бисер перед свиньями. Но вам предки духи рода уже показывают. Они вас ведут, они как-то вам открывать начали глаза на происходящее. Опять же таки, вне зависимости от того, что вы загадали. Да, говорят, смотри, не можешь к своей статусности, либо к мужчине, либо нужно сражаться за мужчину, либо же за свой проект, за свое дело. Постоянно кто-то наблюдает. Кто-то как смотрит из тени, как ты живешь, как ты мыслишь, как ты думаешь, говоришь, что ты делаешь, и крадет это все, ворует. Этот человек каждый раз как будто одерживает над вами верх. А вам не нужно вкладывать в это энергию, в этого человека, либо в этот проект, либо в эту дружбу, содружество. Вы должны вкладывать энергию свою в свой новый потенциал. Пятый пункт – это понимание того, что все в мире заканчивается, и удерживать кого-то либо что-то просто нет смысла. Вы должны отпускать. А здесь по дьяволу привязки. И здесь на вас есть влияние магического толка, либо вас привязывали, либо ваши ресурсы. Но эти оковы и узы, они иллюзорны. Возможно, здесь вы к своему другу, подруге относитесь по-человечески, как-то в дружбу вкладываетесь, но отдачи здесь нет. Вам нужно уходить, представляете, от этого всего. А вы, видимо, отпустить не можете. Да, будет пятерка кубков, да. И сразу же девятка пентаклей. Вы должны сделать ставки на то, что у вас останется даже без этой ситуации, без данного человека. Вы сразу же в свой ресурс входите. Да, пройти пятерку кубков, но она неизбежна здесь. Конечно, с учетом того, сколько вы вкладывали в человека. Здесь кого-то из вас реально предают, и вы не видите, либо закрываете глаза на это. Обратите на это внимание. Шестой пункт. Понимание того, что отношения в паре, либо в тесной дружбе, это не вся ваша жизнь. Если у вас эмоциональная зрелость, да, вы уже к этому идете. Вы маг, вы человек, который может управлять стихиями. И иерофант. Вам определенные силы помогают, высшие, мир, ого, и десятка мечей. Вам перекрывают связь с родом, связь с высшими силами, ваши дороги, пути, ваши дары, вашу способность, ваши таланты, ребята. У вас это есть, заложено изначально, но вам вот этот человек, либо ситуация, которую вы загадали, десятка мечей, здесь все перекрывается магией. И помимо магии здесь психологические, знаете, такие манипуляции, давление на жалость, может быть, оперирование вашим чувством долга, вашей ответственностью. То есть обратите на это тоже внимание. Седьмой пункт. Если у вас состояние некого самобичевания, то есть это когда вы понимаете или не понимаете то, что прошлое можно только принять, но не изменить его. Да, вы уже это понимаете, вы проходите какой-то кармический свой узел и кармический урок. Да, вы начинаете уже показывать свой характер. И как только вы начинаете это делать, на вас одеваются мороки. Я же сказала, здесь оперируют вашим чувством долга, либо еще каким-то образом, понимаете?
продавливают ваше пространство, ребята. И вы начинаете сомневаться, а нужно или не нужно, а может я ошибаюсь, а может это во мне причина и проблема. Нет, это все наносное. Как только вы хотите выйти из этой закольцовки, понимаете, на вас тут же одевают оморочки. И вы сидите в самообмане. Вам нужно оставлять прошлое. Вот эту ситуацию или человека, которого вы загадали, вы должны оставить в прошлом. Вы и сами это прекрасно понимаете. Здесь борьба внутренняя очень колоссальная идет. Восьмой пункт. Понимание того, что работа ваша — это всего лишь работа, а семья имеет более важную ценность. Здесь, знаете, еще такой момент я бы хотела добавить, что дружба дружбой, но у вас должны быть собственные границы. Вы исцеляетесь. И вас ведет определенная сила. Здесь высшие силы за вами наблюдают, они ведут. Здесь по финансам пробой, благодаря вот этому человеку, либо ситуации. Вы знаете, вы постоянно должны были воевать, выдерживать нормы, темп жизни, да, такт какой-то. И вы сейчас в ожиданиях находитесь. А в ожиданиях чего? Высшего суда. Либо подсказок свыше, что можно менять работу, либо шансы. Ну, здесь вас ведут высшие силы. Либо оставить человека, да, определенное отношение. Здесь ждете прям. Хотя уже сидите и понимаете, что мне надоело, я устал. Это мне не приносит ничего положительного. Подсказки уже есть, намеки есть. Вы даже могли спалить человека на том, что он вам подклад несет, делает. Либо желает прям в открытую каких-то гадостей. Но все, сидите и ждете каких-то подсказок. Уже в пятерке пентаклей ваш ресурс. Все, вас обесценили, вас растянули по сторонам, но вы ждете. Девятый пункт. Понимание того, что вы цените свое время. Как пример, из вашей жизни уходят сплетни. Ага, еще нет. То туда, то сюда болтает, либо циклами повторяется. То вы отходите от этой ситуации, то вас снова возвращает. Возможно, подруга какая-то. Вы хотите от нее уже как бы, ну, отойти, а она возвращается, и вы из чувства какого-то долга, либо, опять же таки, смотрите, у кого что, опять выслушиваете. Ну, да, вы поняли меня. Здесь человек как будто с вами сражается, и вот смотрите, вы как только выстраиваете свои границы, вам помогает высший абсолют, тут же приходит дьявол в виде этой же ситуации, повторяющейся, либо в виде этого человека. И знаете, как вы только на вибрациях поднялись, а вас резко вниз. Помните вот эти вот цепи, вот на этой карте дьявола, цепи, вот дьявол приходит и как будто вас за эти цепи дергает. Они иллюзорны, вам нужно их просто оборвать. Десятый пункт – это понимание того, что вместо оправданий, придуманных для самого себя, проще признаться самому себе в правде. То есть не заниматься самообманом. Нет. И здесь вам это очень тяжело дается. Опять же таки, влияние магического толка. Здесь четко ваш недоброжелатель женщина, может быть и мужчина, может и пара, смотрите, могут и треугольники проходить.
Человек, с которым вы воюете, он воюет с вами. И здесь магия. Люди могут обращаться. Здесь очень много ситуаций, понимаете? У каждого из вас она будет своя. Но здесь много людей замешано. И магия здесь присутствует, и практики здесь присутствуют. Возможно, этот человек постоянно вас втягивает в какие-то конфликты, разборки, либо тащит вас там, ой, помоги мне, там нужно отбиться от какой-то ведьмы. У вас же тоже есть свой дар, понимаете? Вам бы посидеть, подумать над ним, принять его, копнуть в себя, а тут вылазит вот эта барышня и провоцирует вас. Вам нужно в этом себе признаться. Вот эта женщина, она как вселяет страх в ваше сердце, вот манипулирует вами, понимаете? У вас иллюзий много по отношению и к вот этому вот персонажу, которого вы загадали, но здесь больше женщина мне проходит. Хотя, опять же таки, по вот этим картам здесь могут быть 2 женщины и 1 мужчина. Здесь могут быть и женщины под подселением, и мужчины под подселением. Ну, колоссальное множество вариантов. Итак, 11-й пункт. Понимаете ли вы, что всему свое время? Что вы не должны 24 часа в сутки, 7 дней в неделю куда-то спешить, к кому-то торопиться, что-то делать, либо же постоянно находиться в приподнятом настроении. Опять же таки, нет, вас этому только учат. Вас учат этому среднему пути, вас учат этому балансу. В первую очередь вас учат высшие силы через вот это окружение и ситуацию. Вам не дают этого сделать. Вам просто не дают этого сделать. И смотрите, здесь вы только входите в состояние покоя, вас выдергивают, вам не дают общаться с теми, с кем бы вы хотели пообщаться, возможно, даже просто в транс, в медитацию войти. И здесь постоянно какие-то резкие, вот понимаете, ситуации, как выдергивают вас резко, как я и говорила. Вот позвонила, вот проблемы, вот еще какие-то моменты, одно за одним, знаете, идет. И вы не в состоянии уделить время даже самому себе, чтобы остановиться, успокоиться и разобраться. Опять же таки, обратите тоже на это внимание. Подумайте, что вас вот так вот тормозит. Либо кто-то рьяно слишком, понимаете, вот в ваше пространство лезет с вечными проблемами. Двенадцатый пункт – это понимание того, что вы герой, а не жертва. Сейчас объясню, что это. Это когда вы выбираете сами опускать руки, либо продолжать борьбу. По этому раскладу у вас идет борьба за самого себя, за свою душу. Вам нужно менять направление, больше чисток делать. Здесь чистки должны проходить. Да, сердечную чакру, там все скрыто. Через мир мертвых подселы могут быть. Здесь вы реально кого-то любите, либо то, чем занимаетесь, какой-то коллектив, дело, в которое вкладываетесь, либо человека. Здесь трансформация ваших отношений в любом случае будет. Хотите вы этого, либо не хотите. Если хотите, вы сможете это более корректно для себя провести. Если же не хотите, вас попробуют вытолкать, но вы в любом случае разочаруетесь в этом человеке. Проглотите, будете с этим жить, ну, значит, так и будете в этой кабале вариться. Либо же выйдете, понимаете, из этого замкнутого круга.
13-й пункт – это понимание того, что просить о помощи не стыдно. Вы, видимо, человек здесь, который помогает, но когда нужно, чтобы вам помогли, вот тут могут быть затыки. Здесь вот эта ситуация, либо отношения с этим человеком, кого вы загадали, держится только на вашей силе духа. А у кого вам помощи просить, если вы император, если вы и есть тот стержень? Ну, я же говорю, к вам обращаются все время за помощью, либо вы, если к кому-то обратитесь, тут же крадники. Понимаете, крадут ваше время, ваши силы, вашу связь с высшими энергиями, заставляют вас быстро куда-то двигаться, предпринимать необдуманные решения. Ой, давай, быстро, надо. Крадники. Здесь крадники вашего всего, энергии, вашей власти, в первую очередь над собственной жизнью, ребята. И только начинаете, и сразу, оп, и вам закрывают. Но это все зависит только от вас. Если вы для себя внутри решите, вот эти вот персонажи, эти ситуации к вам не смогут пробраться. И 14-й пункт – это понимание того, что вы находитесь в покое, то есть вы знаете свой путь и знаете, куда вам идти. Да, интуиция вам подсказывает, предки, духи рода вам знания отдают. Вы знаете все ответы на эти вопросы, но давайте посмотрим. Проекты есть. Либо здесь вас слишком переключают на туз пентаклей, либо здесь определенный эгрегор забирает ваш ресурс, ребята. Вот все ваши проекты так и остаются проектами. И здесь у вас борьба еще. Борьба за стабильность, за то, чтобы вы получали то, чего вы достойны. Здесь вы должны понять, в первую очередь вы должны осознать собственную значимость. И потом уже расставить приоритеты в ситуации, либо в конкретных каких-то отношениях. А иначе так и будете бегать по кругу. Вот такой вот расклад сегодня вышел. Пишите ваши комментарии по этому поводу. Ну, а я по традиции всем осознанным желаю добра этого мира. Пока-пока.